Хайырлы таң, доброе утро. Сегодня 8 апреля, 8 сәуір 2025 жыл, 2025 год. Сейчас я нахожусь в городе Байкоңыр. И у нас сегодня очень важный день. Сегодня мы едем смотреть на запуск пилотируемой ракеты в космос. Вот такая девятиэтажка есть в Байконуре, точнее их много, целый микрорайон. На улице сейчас довольно прохладно, прогреваем машину. День сегодня чудесный, небо открытое, не то что вчера. Вчера здесь вообще буря была песчаная. Вот, про вчерашний день будет отдельное видео на канале. А сейчас такая чудесная погода. Сейчас раннее утро, 7 утра, сбор у нас в 7:30 и дальше уже выезд. Сказали, сегодня у нас в программе будет посещение космодрома Байконур. Будем выезжать из города Байконур. Вот, еще будет посещение музея на территории космодрома. Ну и, конечно же, сам запуск ракеты. Город Байконур находится в Кызылординской области Казахстана. Примерно в 240 километров от города Кызылорда. У этого города особенный статус в данный момент. Он находится в аренде у Российской Федерации. Справа от меня одна из школ в городе Байконур. Здесь в Байконуре есть школы как на казахском языке, так и на русском языке. Также есть по программе Казахстана, также есть по программе России. Вот такой вот город. И еще, кстати, мне сказали, что вот вчера я видел полицейских, российских полицейских, и также еще видел, не видел пока что, да, а сказали, что здесь также есть МВД Казахстана, то есть на территории города. То есть, получается, в городе есть и те службы, и эти службы, то есть и российские службы, и казахстанские службы. Вот, и номера здесь, получается, сказали, что Байконур это у России как 94-й регион по автомобильным номерам, а у Казахстана это Кызылординская область, 11-й регион. На канале появится несколько видео из этого большого путешествия. Обязательно подписывайтесь на канал, следите за обновлениями и, конечно же, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Вчера весь день гуляли, катались по городу. Заметил, что здесь в городе минимальное количество камер на дорогах. То есть их очень мало, очень. Ранее говорили, что это бывший гарнизонный дом офицеров. Такая вот площадь здесь. Ленин находится. Площадь Ленина называют. На площади идет ремонтная работа, делают фонтан. С правой стороны основная гостиница города, это центральный хотел. Вот, а напротив здание Роскосмоса. Оставляю здесь авто, вот парковка, знак есть, парковка бесплатная. Дальше меня отсюда заберут уже. Территория ГДР. Если вы смотрели выпуск про город Приозерск, я там тоже был. Это бывший закрытый военный город в советский период. Вот, там тоже, кстати говоря, есть ГДР, но у него состояние, кажется, получше будет. Местные улицы, теплотрасса, дома, дворы, тротуары. Улица Титова. В эти дни катаюсь по городу Байконур и заметил, что когда нет камер на дорогах, ну, я лично про себя говорю, чувствую себя на дороге как спокойнее. То есть вот не напрягаюсь, то, что меня там могут там зафиксировать, что-то там лишнее снять, или могут куда-то не повернуть, да. Я в целом стараюсь всегда ездить по правилам дорожного движения. И когда езжу, к примеру, в Алматы, да, где много камер, постоянно в напряжении, вот знаете, то, что за тобой постоянно следят. А здесь как-то прям легко так, знаете, едешь спокойно, не торопишься, туда поворачиваешь, сюда поворачиваешь, да. И не думаешь об этом, то, что там кто-то за тобой следит, там, то, что можно получить штраф и так далее. Как-то немножко расслабленным себя чувствуешь.
Байконур связи информ. Смотрите, вот такая реклама интернета у них. Это, видимо, скорость, это, видимо, домашний интернет, да? Смотрите, как стоит. То есть 100 мегабит в секунду стоит 2000 рублей. 2000, ну, примерно 2000 умножаем на 6, около 12 тысяч тенге получается. Наверное, в месяц. А здесь вот находится почта. ГУП Байконур связи информ ОС номер 1. Почтовый индекс 468321. А там вот уже висит баннер с Днем космонавтики 12 апреля. Говорят, что 12 апреля здесь это самый главный праздник. Именно вот здесь, в Байконуре. Отсюда до МКС быстрее, чем мы отсюда долетаем до Москвы. До МКС быстрее, чем За 3 до часа Москвы. они добираются до МКС. Ну там скорость корабля сколько? Ну так там сравните расстояние не до Москвы. Вообще-то. Там еще стыковка. Паспортный у них тоже за 3 часа, кстати. Ну не паспортный, разумеется, ну. А, нужно за 3 часа явиться, да? Ну нет. Они сначала выходят из гостиницы традиционно. Ну они уже вышли, наверное, из Они гостиницы. вышли, они уже на старте должны быть. А во сколько они выходят? Ну, вышли сегодня. Вышли они в 4:30, по-моему. 4:30 с утра? Да. Обалдеть. Выходят они традиционно под песню «Землян, трава у дома». Это традиция. Земля, трава у дома? Земляне, да. А, земляне, Земля трава в у дома. иллюминаторе, Да, который. земля в иллюминаторе. Вот уже Азамат и Аня уже приехали. Сейчас едем потихоньку. Едем на выезд из города. Направляемся на территорию космодрома. Выехали из города. Ого, вертолет Аня, чё вы летит. растягиваетесь? Росгвардия. Росгвардия на территорию космодрома летит. Ну, вообще в колонии, когда едут, Вот, можно поближе ехать, потому что подстанция Мы сейчас... Самара. Вот плохо. Также в сторону космодрома тянется железная дорога. Где-то вот есть озера, подтопленные территории. Направление на Ахтубе. Так, уже подъезжаем, вот въезд на космодром. Ого, здесь появились вот такие разные ракеты, их раньше не было. Вот сюда в целом каждый может подъехать, вот именно на эту локацию, вот до этого поста. Дальше уже только по пропускам. Все, проехали через КПП, сюда делается отдельный пропуск, отдельный в город, отдельный сюда. Все, уже на территории космодрома, и нам говорят, что, оказывается, от КПП до ближайшей стартовой площадки 65 километров. Нас в Байконуре остановили, все окна закрыли, кондеры выключили, проехали мимо, и мы вот в Казалинске вышли. Оттуда потом на такси домой. На территории есть вот такие достопримечательности. Меловые горы есть. О, огромные тут какие-то территории, производства чего-то. Это кислородно-азотный завод. Кислородно-азотный завод. Он действующий? Сейчас уже, наверное, нет. А что сейчас, типа, законсервировали или что? Раньше, когда мотовозы ходили, станции есть. Мотовозы. А почему мотовоз называют? Это же поезд, да? Да. Раньше туда людей возили на работу большими эшелонами, когда Ага. еще военные были. Потом уже это время прошло. Сейчас не возят, да? Ну, уже количество людей меньше, да, уже не возят. А. Автобусами добираются. Сейчас автобусами добираются. Госкорпорация Роскосмос. Кислородный завод на консервации. А почему мотопоезд называется?
Ой, Да хрен его Мотовоз. знает, почему его так назвали. да? Ну, Вот смысл тот же. Почему да, не поезд, Да, да? да, да. Много непонятных названий. Да, грубо говоря, для да. того, чтобы засекречивать объект. Да, да, да. Мотовоз. Не говори. Даже было- Все для Даже секретности, музыка да? есть, мотовоз. Под стук колес. Даже про мотовоз музыка есть? Да, да, да. Вообще прикол. Тут много приколов. А железная дорога тоже типа 60 километров? По всем она веткам идет, по всем, на самые дальние, на все она идет. Просто Обалдеть. станции есть, а там уже пешком люди добирались или еще. Короче, ЖД дороги очень Же много, да, здесь? Ракеты же доставляют же, ну, на поезде. А ЖД дороги, да? Да, изделия, да, доставлялись раньше. На Сейчас каждую уже- площадку касс идет. Уже автотранспортом изделия доставляют, большие эти А, тралы, получается, и вот на них Раньше доставляют. поезды доставлялись. Сейчас большими травами, да? Обалдеть. Вот просто степь, вокруг степь огромная. Нам нужно Обалдеть будет уже. как-то так, знаешь, остановиться, как-то меня высадить, Говорят, дождей много было. проехать, чтобы я снял, а потом за мной вернуться. Не, без проблем, ты сейчас все сам. Вот, оказывается, вне пуска вдоль дороги стоят полицейские. Так как в дни пуска здесь очень много людей, много транспорта. Как здание будет, станция Московская, а дальше вот. Здесь вот находится станция Московская. Железнодорожная станция. Справа тут какой-то тоже объект. Вот черри поехали. А, Симпатичный, кстати. это из Алматы они, да? Да. У меня вот друг с черри Блин, чего он приехал. отстает? Вот так вот выглядит станция Московская. Станция Разъезд. Едем дальше. Здесь вот тоже объекты есть, вон там с левой стороны. А вообще много этих точек для пуска? Площадок? Площадок, да. Я так по памяти не помню, но очень много их, да. Половина уже, конечно, не функционирует, закрыты уже. Две-три, наверное, точно постоянно работают. Сейчас 2-3 работают, да? А так их чё, Много их, очень много. Не типа знаю, 10, даже больше, мне кажется. еще больше. Да. Да, Ваня, вот спросите, можно Да? Да. Да, точно. У Ани спросим потом. ГАИ стоят, да, на моем посту, где я раньше стоял. Тут вот дорожное освещение есть. Направление на космический ракетный комплекс «Зенит-М». 27,3 км. Обалдеть, еще ехать. Первый в космосе. Поехали, плакат. Так, теперь ЖД дорога с правой стороны. Также по пути можно увидеть, как в степи сейчас цветут тюльпаны. Вот, и я такой, Еще одна ЖД станция. Во многих странах запрет. Все еще в пути, едем. С правой стороны там тоже какие-то стартовые площадки есть. С левой стороны какие-то здания. Все так же тянется железная дорога с правой стороны. С левой стороны столбы ЛЭП. Подстанция есть. У меня, короче, дядька. Ты можешь, говорит, И еще одна станция. Где-то в России. Комплекс ракетный «Зенит-М», полиция здесь, спасательная служба. Зелеными получается. Вот если обратить внимание, вот между двух вышек получается, Ага. там вот в серединке Между двумя видишь, вот, красными вышками, да? да? Как зеленая вот Ага. эта Да, называется. зеленая, да. Все. Уже видим ракету, уже видим вот такую площадку смотровую. Тут всякие шатры стоят, юрта стоит, куча машин стоит. Обалдеть, желающие, конечно, увидеть здесь. Там автобусы, микроавтобусы. О, вы здесь сейчас продавать. А тут что-то продают, что ли, еду? Там какие-то ты же продукты, что-то вроде говорили, что О, типа кофешопа есть или что? видимо выездной критерий какой-то есть. Ого. Сейчас посмотрим. Я здесь тоже на дневном не был. Так.
А там вот дальше стартовая площадка. Видите, там еще здания какие-то дополнительные. Здесь вот стрелки, направления тоже вот полиция. Направление на площадку 31. А у нас вертолет на площадке СП Шатры. Видимо, нам сюда. НП-1. Вон там уже люди стоят. Там вот ракета. Это на каком расстоянии мы смотрим примерно? Где-то, наверное, метров, ну, километр не будет, да? Больше даже, наверное. Не, больше километра. Километр 200. Километр 200? Да. Это как определил? Вчера Аня говорила, Да? мы на экскурсии Ну, слышали. примерно так, да. 1200 метров. 1200 минимальная метров, да? Примерно так. А здесь что, это походу телевидение, да, походу стоит? У нас есть, у Роскосмоса есть свое телевидение, все это в онлайне транслируют. Они онлайн еще транслируют? Да. Роскосмос, оказывается, онлайн транслирует. На сайте Роскосмоса можно в онлайн посмотреть. О, захватили завтрак. Здесь вот сэндвичи, блины. Вот приехали, людей много, машин много, автобусы, короче говоря. Все закрыто, вон там периметр огорожен. То есть за эту территорию дальше выходить нельзя. Вот Аня с собой еще кофемашину взяла. Да, там. Народу все потихоньку все больше и больше. Все тут все с аппаратами там, с фотоаппаратами, видеокамерами и так далее. Здесь вот есть зона, где можно поесть купить, сувенирную продукцию купить, а здесь вот туалеты. В шатрах телевизоры. Первой фермы. Осталось минут 40 до пуска. У меня уже начинают летать бабочки, потому что я-то знаю, чего я жду. А вот гости еще нет, для них это будет большой Оказывается, сюрприз. которые вот А мои бабушки ракету уже держат же, вот эти приспособления зеленые. Это, оказывается, их назвать фермой. уже в ожидании. Здесь как будто на концертной площадке, ну, как на концерте. Типа фан-зона, потом еще одна отделенная зона. Но в целом каких-то занятных мест нету. То есть можно подходить, занимать места там, короче говоря, где больше нравится. О, фермы уже отошли, да? Это первые только Нет, это? они только разводятся. Они А, будут разводятся? до горизонта полностью. А, они полностью будут, да? Да, посмотрим. Даже, оказывается, есть вот такая надпись, не заметил ее. Правила поведения смотрел по шатры. Ну это ты стали лететь это сейчас. Раньше-то под длинным снегом сколько лет. Ну вот еще едут люди. У них был концерт совместный, то есть он его позвал. Это эмоции, что мы приехали сюда, мы в этом сделали. Да, они тигровый окрас у них в автомобиле. У них волонтеров, у них много чего есть. Всяких кружки, это большая территория, она открыта. О, с наличкой. А то здесь же не срабатывает. Класс! А негашенные даты пуска — это вообще уникальная штука, особенно для тех, кто коллекционирует вот это все. Это прям классно, это наш Байконур-Связинформ, представляете? Девочки, какие вы молодцы! Вот смотрите, вот. Просто. Почему мы раньше так не делали? А? Мы раньше, очень раньше Очень делали, давно, да? когда коронавирус. Да. А в любую страну можно отправить или как? Да, любую. На клейматы может, конечно. Марк с Циолковским, вообще шикарно. У меня есть такие конверты. Самые лучшие места у телевизионщиков. Внутри шатра здесь вот есть телевизоры, воду продают, напитки и так далее. В целом шатер вот открытый, если от солнца. Здесь, оказывается, идет трансляция, то, что творится внутри корабля. Оказывается, космонавты, они, короче говоря, за 3 часа до полета уже сидят внутри. И потом еще 3 часа летят.
Семь, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обалдеть. Шикарно. О, какой гром. Обалдеть. Вот сейчас пойдет, вот сейчас. Смотрите, к нам ты. То есть сами космонавты сюда полетели? Вот, все, откинули. Не видишь, мама? Нет, там была какая-то звездочка. Вон, видишь, видос, да? Машина убирать. Ну, все рады, короче, все хлопают. Обалдеть, прям дрожь по земле. Была такая волна ударная, когда взлетел, уже где-то чуть-чуть от земли оторвался, такой, ух, короче, ветерок такой пришел. А потом дрожь по земле. Вот так, обалдеть, мощь, конечно. Сейчас все идут в палатку, ну, многие идут. Вот, там в палатке как раз это радиовещание идет с рубки. И там должны сказать, что, типа, успешно вышел. Вот, уже вторая ракета-носитель в норме, там что-то говорят. 10 часов 47 минут 15 секунд. Все, ушел. Рахмет. Все, только что объявили, что успешно полет успешно состоялся. Видите, все хлопают. Все? Да, здесь, конечно, много автобусов со школьниками, микроавтобусов, вон там вот с турами. Очень много людей. Кстати говоря, школьники сюда приезжают по программе, короче говоря, это именно от школы. Вот, и вот я ранее рассказывал, что вот именно в Байконуре школа МКШ, они, короче, делают вот для школьников такие туры. Не знаю, есть ли возможность у других школ тоже так же подаваться, да, и возить школьников на такие мероприятия. Ну, наверное, тоже непросто, потому что
ну, как минимум, доверенность на всех детей, разрешение родителей, там, потом вот эти пропуска, всем этим заниматься. Вот. Так что уточняйте у своих школ. Также здесь в степи сейчас цветут тюльпаны. Вот люди ходят там, фотографируют, короче говоря, ищут. Желтые, красные уже. Также еще встретил знакомых ребят из Кызылорды, оказывается, потому что сейчас в Байконуре мест нет, где ночевать и так далее. Оказывается, люди в Кызылорде ночуют и рано утром сюда выезжают на старт. Вот, так что в Кызылорде тоже за счет этого развивается туризм. Тоже вот вышел поискать, но здесь, кажется, помимо тюльпанов еще маки цветут. Или это тюльпан? Не, кажется, это тюльпан. Прям даже небольшой запах есть. Вон тоже люди ходят, ищут. Желтые еще есть вон там. Вот такая красота здесь цветет. Еще вот такой цветок. Но я не знаю, что это. О, смотрите, рядом прям еще не открылся. Смотрите, вот. Еще, короче, опытные ребята, которые уже не в первый раз сюда приезжают. Оказывается, некоторые туристы сюда приезжают ежегодно на старты ракет, да. Но это довольно-таки приличных денег стоит. В разных регионах по-разному. В России какая-то своя цена, в Казахстане своя цена. Тут для местных жителей тоже есть своя цена, оказывается. Вот. А вот благодаря в этот раз Азамату и его подруге Алекс Тур, да, Аня, которая руководит, у меня тоже появилась такая возможность побывать. Как тебе эмоции? Вообще круто. Понравилось? Круто, это было круто очень. Вот, ну вот, кстати говоря, опытные ребята говорят, что еще есть запуски Протон-М. Получается, это грузовая ракета, получается. И говорят, что там из-за того, что он везет груз тяжелый и так далее, у него двигатели мощнее и гул стоит еще громче. Азамат, слушай, а когда следующий пуск? Будет еще в этом году? Пуск будет 3 июля, кстати. В этом году уже? Да, вот в этом году. А что за ракета, не знаешь? Там, по-моему, будет грузовая ракета. Да? Да, не пилотируем, грузовая ракета будет. И 3 июля будет. Кстати, у меня день рождения 3 июля, приеду на свой день рождения сюда пуск ловить. Поэтому приезжайте 3 июля, можете, не знаю, там написать в компанию Алекс Тур, смело организуем. Однодневные есть, двухдневные, трехдневные, ну там в зависимости от программы, разные цены, разные программы. Все понятно. Вот такая информация. Имейте в виду, планируйте заранее. Да, надо... Я планировал эту поездку за 1,5 месяца. Да, кстати, надо заранее запланировать, потому что пропуски же на все объекты, там нужен допуск. Да, я про это рассказывал. Да, как раз, за месяц как раз хотя бы. Да, без пропуска сюда никак. Вон потихоньку все уже уезжают. Приехали ассенизаторы, тоже забирают, короче говоря, все. Заборы забирают уже. Там вот люди тоже количеством, чисто вот остаются вот полицейские, сотрудники. Цена вот такого тура, получается, стоит от 450 тысяч тенге. Или вот, как Азамат сказал, 85 тысяч рублей. Ну, в зависимости, конечно, от наполнения. То есть, если там что-то добавить, вот это добавить, то хотим, это хотим, или больше дней, то, соответственно, дороже может быть варианты. О, также у нас еще, кстати, вот сейчас в музей поедем. Музеи наши включены. Александр, вы уже опытный. Спасибо. Да, обязательно. Мальков Алексей. Теперь у тебя официальный сертификат. Теперь ты официально поучаствовал в пуске Прокачан, да, космического корабля. прокачан. Все, спасибо большое. Вячеслав. Спасибо. Александр. Является участником пилотируемого запуска РН Союз СТПК Союз МС-27. От нашей компании небольшие вам сувениры, потому что... Алекс Тур Байконур. Космодром Байконур. Поэтому мы решили Гагарин, Королев. добавить. Давайте сделаем Значок. семейную фотографию.
Смотрите, что тут еще есть. Изготовлен по заказу воздух и песок космодром Байконура. В случае ностальгии вскрыть незамедлительно. Даже состав есть. Воздух космодром Байконур, песок космодрома, запах бешбармака есть, запах горячих баурсаков, запах степей, дух гостеприимства Казахстана и космодром Байконур. Ага, смотри, и у нас есть даже логотип Алекс Тура нашего. А, это специально от Алекс Тур, что ли? Обалдеть. Классно придумали. Употреблять регулярно при отъезде за пределы космодрома Байконур. При симптомах глубокой тоски противопоказаний нет. Обалдеть, кто придумал это? Местные Классно вообще, классно. Кружка вот такая здесь вот Юрий Гагарин, космодром Байконур. И здесь еще вот Королев, конструктор космических кораблей и спутников. Стакан это, да, стакан это всегда круто. У меня с разных поездок разные стаканы. Жена, конечно, жалуется, но я их не перестаю привозить. Увидеть все, и мы собираемся продолжать. Мы каждый месяц на канал выкладываем по 4-5 видео. То есть еженедельно выходит видео по разной тематике. Очень много интересных видео, где, опять же, повторяюсь, где покушать, куда сходить. Про историю города есть, про историю космодрома есть. Как получить пропуск, как приехать в Байконур. То есть все вот поэтапно все есть расписано. У нас, кстати, 14 апреля Да. выйдет видео с гостиницы «Космонавт». Это центр подготовки, предполетной подготовки на Байконуре. Там космонавты живут... Короче, вы слышали Азамата? Он ведет канал про Байконур. Про Байконур. Ну, смотрите, как все разъехались уже. Туалеты забирают. Мотовоз поехал. Еще здесь можно встретить сусликов. Очень много нор. Вот. Ну и, конечно же, тут, конечно, местами вот остался мусор. Видно, что бутылки, пакеты. Это, конечно, вот минусы массового туризма. Вот. Ну, надеюсь, здесь проведут какую-то уборку. Очень на это надеюсь. Что еще? Кстати, если я еще не успел сказать, то про сотовую связь здесь Теле2 актив вообще не ловит. Ребята, у кого есть Билайн ловит. И еще вот только что ребята встречал, у них МТС был, российский МТС. Они сказали, что через МТС Билайн, короче говоря, работает. МТС слабее, Билайн лучше, казахстанский работает. А еще нам рассказали, что здесь, оказывается, вот где мы у ограждения стояли же, вот за белым шатром, получается, там, оказывается, то, что за ограждение, оказывается, заходить нельзя. И если кто-то там, типа, якобы побежит в сторону ракеты, типа, чтобы что-то сделать или как-то, ну, так скажем, вражеские намерения будут, короче говоря, то там, на той стороне поля, оказывается, дежурят группа снайперов. Вот, ну, не знаю, так рассказывают, да. На самом деле это так или нет, не знаю, ну, как бы... Все же довольно очень стратегический объект. И я думаю, есть такая вероятность, что, конечно, он по-любому должен быть как-то под охраной. Вон там тоже какая-то большая компашка. Сказали, что, оказывается, приехали какие-то известные российские актеры. Тоже на запуск ракеты, получается. Вот. И там вот и у них большое сопровождение. Вот. Ребят, которые я встретил из Кызылорды, они все уже уехали. Вот, то есть мы сегодня встали, сколько, в 6:30 я проснулся, чтобы мы вот так все комфортно сюда добрались и так далее, и так далее. Вот, а те, кто люди из Кызылорды ехали сюда, они там вставали, оказывается, в 4, в 5 утра. Мы сейчас остались здесь не просто так, мы ждем у нас запись, сказали, в музей. Там тоже желательно по времени. Вот, мы едем в музей, который находится здесь, на территории космодрома. Это отдельный музей. А вчера мы были в городском музее. Это совсем, видимо, два разных места. Как раз посмотрим и сравним, в чем разница. Выпуск про Байконур будет не единственный, так что, пожалуйста, смотрите другие серии тоже. Я думаю, будет интересно. Можно будет много чего подчеркнуть. Маша, потом никто не готовится. Вы здесь возникли первые. Нет, мы первые. Направляемся в музей. Везде вот такие асфальтированные дороги.
дороги появились сооружения. Некоторые здания напоминают здания в Приозерске. Вот, есть вот такое многоэтажное здание. Подстанция есть, водонапорная башня есть. И вот потихоньку подъезжаем к поселку, или не знаю, или селу, или мини-город. Они площадки, да, все называют? Это вот очередная площадка, где находится что-то вроде жилой квартал. Здесь же находится музей. Смотрите, заезжаем в населенный пункт, знак Байконур, знак. То есть мы вот были в городе Байконур, а это вот что-то вроде поселок Байконур, но на территории космодрома. Вот смотрите, тут прям видите, ну тоже прям жизнь кипит. Вот здание, вот здание. Здесь находится организация. А школа есть, интересно, здесь? Школ нет, да? Гостиница есть, вон полицейские ходят, музеи есть. Мои друзья. Твои друзья. Не туда заехали, да? Да, что-то Смотри, там же парк есть какой-то. А наши ребят где? Уехали. Вот такие вот дома есть. План какой-то выстроим, куда дальше ехать. Вот такое трехэтажное здание есть. Такое трехэтажное. МЧС России есть. Предотвращение, спасение, помощь. Вот музей космодрома Байконур. Космодромы России, ЦНКИ. Территория музея, памятники. Там вот стоит макет Бурана. Сказали 1 к 1 размер. Сейчас подойдем поближе. Территория музея с колючей проволокой, заборами, с освещением. По соседству вот такие здания есть. Длинного носа нет, и верхняя часть головная, она зеленая. А пилотируемый, он отличается именно вот этим длинным носом. Ну, такие вот деревья. Подрезанные, конечно, видно, что они повыше были раньше. Бюст Гагарина. Подарок учеников Люберецкого ремесленного училища. Здесь вот находится музей. Это, походу, трехэтажное жилое здание. Вот, ребята расскажут, что здесь жили именно вот те люди, которые здесь работали конкретно. То есть ежедневно и каждый день контактировали с Байконуром. Сейчас, я думаю, в музее еще подробнее сможем узнать. О, Союз-3. Союз просто. Это пилотируемый корабль, кстати. Пилотируемый? Да. Натуральный. В смысле, это оригинал или макет? Да. Космический корабль серии «Союз». Подарок ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева. Для увековечения исторический заслуг покорителей космоса в год 55-летия запуска первого ИСЗ. Площадка 2, сооружение 185. Просьба только меня не снимать. Вас не снимать. Да, я институт строительства полигона, почему построили Великая Отечественная война, 1945. Он стал космодромом Байконур. Но для того, чтобы построить полигон, нужно было выбрать место. Советский Союз – страна огромная. Выдвинули некие критерии для выбора местности. Критерии были таковы. Зона должна быть сейсмоустойчивая, наличие питьевой базы, наличие железной дороги, максимальная доля густонаселенных пунктов, от границ, равнина, минимальное количество выпадов осадков. По всем критериям степи Казахстана подошли. И 12 января 1955 года на станции Тюратам, тогда даже была не станция, а разъезд Тюратам, высадился первый строительный десант. Строители встретили степи с пронизывающими ветрами. На станции было всего 3 кирпичных сооружения. Это водонапорная башня, это разъезд и сам интернат. Ну и степи, упирающиеся в горизонт. Что, наверное, некоторым людям не хватило бы всей жизни. Ведь первый стартовый комплекс был построен всего за год и 7
Первый штаб, первый госпиталь, почтовое отделение, магазины. Все было в деревьях, даже детские сады тоже были деревянные. Но совершенно ясно стало, что в наших климатических условиях невозможно жить в деревянных бараках, они продуваются ветрами. Было принято решение о строительстве 5-го, это единичка, ее построили всего за 3 месяца. Школа работает по сей день, принимает детей. Растет, и уже в 1966 году поселок приобретает новый статус. В 1966 году. И вот его призу ставит стелу с официальным названием Ленинск. Она по сей день стоит на своем месте, просто город вырос, поэтому, в общем-то, контрольно-пропускной пункт перенесли, а стела осталась. Союза в 1991 году по соглашению 2 стран, России и Казахстана, город Ленинск. На 2-й этаж поднялись. Музей большой. Когда Советскому Союзу достались части трофейной ракеты Пау-2. Изначально Совет состоял из 6 человек, но впоследствии к этим людям присоединились новые конструкторы, так как пилотируемая тематика своей на полигоне. Конечно, не постоянно, это были командировки. Самая длительная командировка состояла... Бармен. Тот человек, который строил стартовые площадки, стартовые комплексы под разные ракеты. Стартовый комплекс «Союз». Создателем сердца ракеты, что это? Двигатель. Академик Валентин Петрович Глушко, основоположник отечественных ракетных двигателей. Вы видите изображение тех ракет, которые были оснащены двигателем Валентина Петровича. Не буду о них, покажу вам вот этот экспонат. Вряд ли где вы его еще увидите. Это макет межпланетного космического аппарата гелиоракетоплана, дипломный проект Глушко 1929 года. Еще в 1929 году его дипломный проект был нацелен на освоение дальнего космоса. Произошел обмен специалистов. Урал – это первый компьютер космодрома Байконур, который был привезен на космодром в 1956 году. Вы видите не полностью машину, это всего лишь центральная стойка. Такого габарита стоек было 8, соединенных в единую систему. Первое кирпичное здание, построенное в городе, было построено не для людей, а именно для этой машины. А вы видите на ламповой, при работе этой машины лампы перегревались, машина выходила из строя. Поэтому первая система обдува и вентиляции на космодром были вырезаны тоже не для людей, а именно для этой машины. Который проворачивал Борис Семенович Шунов, оператор центрального пульта пуска ракеты-носителя. Да. Запускали первую баллистическую. Всем нам известна дата, 4 октября и другие ракеты. года, запуск первого искусственного спутника. Здесь вы видите центральный пульт пуска ракетоносителей. Этот пульт стоял в командном пункте Гагаринского старта с 1956 года, а 8 октября. Но ведь всегда разведка работала, каждому докладывали по сфере его деятельности. Система жизнеобеспечения надлежащая. Но тем не менее ученые доказали, если будут созданы условия, живой организм может находиться какое-то время в космосе. Первые животные, которые благополучно вернулись на Землю, это знаменитые белка и стрелка. Они в космос отправляются в точно такой же кабинке. Нам 108 тонн сделал один оборот вокруг Земли. Системы мягкой посадки спускаемых аппаратов не было, поэтому космонавты были вынуждены приземляться как парашютисты при помощи катамарта на орбите Беляев и экспонаты любые, пожалуйста, к вашим услугам снимайте. Экскурсовода нежелательно, потому что он начинает все пенить. 62 год. 6 августа 1961. Сертификат на фрагмент обшивки головного обтекателя космического корабля «Союз» ТМА-21 Гагарин. Обалдеть, смотрите. Оригинал. Космодром Байконур, это 24 октября. 24 октября 1960 года произошла самая крупная катастрофа, связанная с ракетной техникой. При подготовке боевой ракеты Р-16, вы видите макет Р-16, на стартовом комплексе номер 41 прозвучал внезапный взрыв. Он был неожидан для людей, он нес много человеческих жизней. А вы видите, железо, привезенное после взрыва, как его покорежило. Невозможно описать, что было с людьми. От многих людей остались горстки пепла, кого-то невозможно было опознать. Поэтому было принято решение о захоронении в братской могиле. Не знали, каким родственникам кого выдавать. Вообще эта трагедия унесла 126 жизней.
В этот день погиб и главнокомандующий ракетных войск стратегического назначения Недельный Митрофан Иванович. Но, правда, в газетах, в некрологе написали о нем, что он погиб в авиакатастрофе, потому что все это было засекречено. Ровно через 3 года, 24 октября 1963 года, в шахтной установке боевой ракеты Р-9А возник пожар. Пожар также унес жизни людей, жизни 8 человек. Их также похоронили в братской могиле в городе Байконур. По этому случаю 24 октября на полигоне – это день памяти. В этот день и проводят запуски и испытания. Это на двоих, что ли, Кась? На самом деле объем нынешних космических кораблей на троих рассчитан. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» в космосе он не был, он являлся тренажером для советских космонавтов. Тренировки были по сближению состыковки со отправились в космос 2 россиянина и 1 американец, да, на Союз. Сейчас, что ли? Да, вот сейчас вот то, что вы советскую станцию МИР, сверху на международную космическую станцию. Горячие блюда, как, например, макаронные изделия с мясом гречневой каши с молоком, картофельное пюре с грибами, заливают горячей водой, ждут время, которое рекомендует производитель, а затем употребляют в пищу. Холодные блюда, как салат из свеклы или творог, заливают холодной водой. Самое рекомендуемое блюдо в космосе – это творог, так как в невесомости активно из организма выводится кальций. Здесь вы видите хлеб, вот такие вот маленькие булочки. Мне кажется, больше похоже на плитку советского гематогена. Одна булочка рассчитана на 1 укус. Для того, чтобы крошки во время укуса не попадали в дыхательные органы человека, берется булочка, кладется в рот, аппарат космического корабля «Союз». Вот такого носимого вареного запаса у Леонова и Беляева не было. Леонов и Беляев в 1965 году отправляются на орбиту. Леонов выходит в открытый космос. Возвращение в космический корабль, но приземление у них было нештатным. Они приземлились в непроходимых лесах Пермского края. Поисково-спасательная группа до них не могла добраться 2 суток. Вернее, эвакуировать их не могла 2 суток. А в март месяц по колено снега, минусовая температура. А у них нет ни сменной одежды, ни продуктов питания, ни обогрева. После этого случая стали укладывать носимый аварийный запас обязательно. В него входит блок с водой, питьевые продукты питания, смена одежды. Вот в этих чехлах, вот синяя, пожалуйста, вашему вниманию представлю. Да, комбинезон, перчатки, поза для космонавта, момент старта, приземления. Поза эмбриона. Манекен облачен в скафандр дважды Героя Советского Союза Николая Николаевича Рукавишникова. На изготовление этого скафандра уходит не менее года. Ресурс скафандра 3 года. Также вы видите, амортизированная проходит по трубке, проходя сюда создается давление приподнимается мембрана, видите, она гибкая, она приподнимает воду и проталкивает по этой трубочке. Нажатием на кнопку поступает вода. Космонавты пьют воду с помощью таких насадок. В советское время они были разной формы, как у нас, чтобы не перепутать, для гигиены. Сейчас они все вот такой вот формы, но разного цвета, чтобы опять же не перепутать, как у нас в витрине, посмотрите. Вашему вниманию представлю все космонавты, которые отправлялись в космос отсюда, из Байконура. Пульт инструктора. Не трогать, видите, везде не трогать. Так хочется потыкать. Только что нам рассказали про рост, именно сказали, что раньше был стандарт до 175 сантиметров, то есть вот эти кресла рассчитывались, а сейчас, оказывается, есть, уже увеличивали, рост людей есть до 195 сантиметров, вот эти кресла. Вот, и также еще узнал, что, оказывается, самый взрослый космонавт, который находился в космосе, ему было 70 лет, точнее, и есть, он, кажется, еще жив. Когда эта правительственная делегация стояли солдаты, они были строго обучены. Правильно, должны что-то другое придумать. Молодые. Франции, Индии, Сирии, Афганистана, Японии, Великобритании. И в 1992 году в нашей станции
станции Мир пристыковывается шаттл впервые. На тот момент это была единственная орбитальная, долговременная, многомодульная станция. Такого опыта, как у Советского Союза, ни у одной страны не было. Более 100 килограмм весит, оказывается, вот это обмундирование для работы вне, получается, в самом космосе. И здесь, видите, все надписи, оказывается, зеркально написаны. Оказывается, у них еще на рукаве бывает зеркальце, чтобы они могли видеть. Потому что и отсюда ничего не видно. Ну, прикиньте, больше 100 килограмм весит. Обалдеть. А это внутреннее одеяние, как типа пижамка. Сперва его одевают и потом его. Видите, тут даже трубки охлаждения, кажется, есть, чтобы тело не нагревалось. Мощный, конечно, музей мощный. Так, вернулись на первый этаж. Давайте с вами договоримся. В 14:15 я вас жду на выходе. Макет космодрома. Вот аэропорт. Группой полностью. Ну не тут, ну рядом, не сильно далеко. Вот здесь вот мы сегодня были, вон там, видите, вот здесь сегодня стартовал корабль. Сувенирная лавка есть. Вот уже оказались на улице. О, сколько всего здесь посмотреть, потрогать. Вот он, орбитальный корабль Буран. Нам тут рассказывали, что вот это все макет. То есть оригинальный Буран, он где он стоял в ангаре, говорят, там крыша упала. И упала на сам корабль. Вот, и получается, можно сказать, оригинал утерян. Ну как утерян, он просто сломан. Вот, да, Буран вот это сказали, типа 1 к 1 макет. Видите, огромный просто. Реально гигантская штука. Это разгонный блок типа ДМ. Потом вот такие вот. Вторая ступень ракеты 20ДИ. Такие вот есть. Такие вот головки. Какие-то антенны, видимо, усилители сигнала. Антенны радиотелеметрической станции. Применялись для обеспечения запусков РН «Союз Протон». Это головной обтекатель Протон. Контейнер, предназначен для хранения и транспортировки. Здесь вертикальная грузовая платформа, предназначена для размещения грузов для поставки на МКС в ОК Шаттл. Фрагменты ракетно-космической техники. Это, видимо, то, что уже упало, когда они возвращаются с космоса, или, может быть, при отделении. Это, кажется, двигатель. Так, напротив есть еще вот такая штуковина. Лабораторный отсек орбитального корабля «Буран». Служит для размещения научно-исследовательской аппаратуры. Устанавливается в отсеке полезного груза. Соединяется с кабиной экипажа герметичным туннелем. И еще раз повторю то, что нам рассказал экскурсовод. Сказали, что изначально вообще Байконур планировался как испытательный полигон для боевых ракет. Вот, то есть для, как это сказали, для ядерного щита СССР. Потому что в те годы была гонка вооружения, и они не знали, что делать, как говорится, ну как бы что, где делать, как строить и так далее. Вот, и определили вот эти места, именно Казахстанские степи, как точка для этого. А так, чтобы замаскировать строительство самого полигона, они объявили, говорят, в те годы как раз вот как этот
строительство целины. Вот, поднятие целины получается. И чтобы оправдать или, так скажем, опять же замаскировать, то есть куда все эти люди отправляются, куда едут, куда передвижение техники идет, куда вот это все строительная техника идет и строительный материал и так далее. Получается, поднятие целины было маскировкой изначально. Вот здесь, получается, проходили испытания баллистических ракет, потом ракет с ядерной головкой, которые в дальнейшем, кстати говоря, были на обороне СССР, именно на периметре, ну, по периметру всего Союза. То есть даже те, которые вот ядерные шахты, по которым я катался, на канале у меня есть отдельное видео про это. Если вдруг кому нужно, ссылку могу передать или оставить. Напишите об этом в комментариях, да, если кому интересно будет. В Алматинской области есть несколько таких шахт, и одну шахту я даже застал и успел туда съездить, пока его не демонтировали. Здесь на территории Байконура тоже имеются такие шахты, но говорят, что они все уже как бы разоружены, и там уже нет никаких вот таких, то есть ракет боевых. А это, оказывается, пожарная машина высокой проходимости. Ого. Машина предназначена для тушения пожаров различных классов при помощи воды, воздушно-механической пены и порошка. Мощная машина. Впервые такую тачку вижу. Другая сторона музея. Здесь уже в целом на выезд. Вот здесь стоит вот термостатированный транспорт-стыковочный агрегат 15Т-205 на базе автомобиля Урал-4320. Вот это вот, конечно, автомобиль. Рядом стоит гусеничный бронетранспортер. Также рядом здесь Волга. Ну, Волги сейчас до сих пор катаются. Находился в распоряжении главного конструктора ракетно-стартовых комплексов космодром Байконур Бармина Владимира Павловича. Про Бармина, кстати говоря, уже ранее рассказывалось. Передвижной командный пункт. Создан на базе самоходно-артиллерийской установкой ИСУ-122, 1943 год. Использовался Королевым в качестве наблюдательного пункта. Бронированная разведывательная дозорная машина БРДМ-1, самосвал МАЗ-5667, один из первых самосвалов космодрома Байконур, принимавший участие в строительстве стартового комплекса. Вот такие самосвалы строили, помогали, как говорится. Вот, ГАЗ-21 эксплуатировался на космодроме Байконур с 1960-1978 года. Рядом советский легковой автомобиль повышенной проходимости К-69. Ну и вот опять вернулись к пожарной машине. Ну, пожарная машина, конечно, больше танк, чем машина. Еще и на гусеницах. Таких пожарных машинах сейчас не увидишь уже. Даже крышка. Ох, ё-моё, да его не открыть. Возвращаемся обратно к Бурану. Во время грозы не подходить ближе 15 метров. Ого. Массовый макет КА «Буран» был доставлен в 2007 году в ознакомлении. В ознаменовании 20-летия запуска многоразовой космической системы «Энергия Буран». Транспортируются следующие сотрудники. Вот, массовый макет. Кондиционер. Здесь вот двигатель второй ступени есть, РН Энергия. Есть стартовый пусковой стол. Использовался для запусков ракеты Р-9 и испытаний системы САС на площадке номер 1.
Вот так, Буран, оказывается, еще и подняться можно. Прикольно. Внутри Бурана. Это, видимо, его этот двигатель, да? Или нет? Или это что-то доставлялся, видимо, в космос аппарат. Макет Гелиос. Вот это не кликировали. Проект спираль назывался. Спираль. Да. Саша, такой вопрос. Вот, да, спираль. Ну, как это? Да. А когда американцы, само собой, знали, что он такой... Кинотеатр какой-то. Ох! Посидеть, отдохнуть. На втором этаже тут наверху кабина пилотов. Много аппаратуры, много железок. Много всяких этих болтиков. Штурвал, кнопки тут, питание, исход, лампочки. Имитатор, набор кода, сдвиг шкалы, знак. Вот здесь потыкать можно. О, прикольно. Здесь еще такое окошко есть, чтобы увидеть, видимо, то, что внутри там. Такое наверху окошко есть. Вот, ну, в целом почти похоже на кабину самолета, если так подумать. Ну, видите, они. Вот педали. Смотрите, как опа, вот так сидишь. И вот так. Полетели. Очень много всяких включалок, тыкалок, управление порогом, коррекция, информация, каналы замещения, структура, время, структура входа, частота кода, имитатор, одновременный сброс счета. Вот, взлетаем. Мощь, конечно. Вот, смотрите, оказывается, это большая штуковина, это установочка АС-12 для транспортировки ракеты Р-9. Получается так, где мы сейчас находимся, вот где территория музея, да, вот они сказали, это первое здание здесь. Вот, то есть вот это именно, они называют это площадка номер 1. А так это типа истинный Байконур, это здесь оказывается, то есть... Не, ну, главный Байконур, это, конечно, аул Байконур, который находится недалеко от Жезгана. Я, может быть, ранее упоминал, это аул недалеко от Жезгана, находится на берегу реки Байконур. Вот, и, оказывается, там в свое время, короче говоря, построили секретный город, ну, типа макет города, чтобы, типа, запутать следы или замаскировать, короче говоря, оригинальный Байконур, и, типа, оригинально там находится. Вот, а так они строили его здесь, Байконур, на площадке номер 1. А уже потом в дальнейшем, я так понимаю, появился город Байконур. И уже, то есть он там по-разному назывался. Заря, Ленинск, Звездоград. А потом уже получил название Байконур. Вышли за территорию музея. Прогуляться по этим улочкам. Недалеко от музея находятся вот эти два дома. Вот сейчас как раз туда идем.
Мемориальный комплекс. Сергей Павлович Королёв впервые приехал на полигон в 1956 году, в феврале месяце. Первое письмо, которое он писал. Сказали, что вот таких 4 дома типовых, получается, построили для важных лиц. То есть вот это вот для Королёва. Вот, и еще он там 2 было, получается, один сейчас принадлежит там какой-то космической отрасли, а один вообще, короче говоря, плохо сохранился, его снесли. Вот, а один вот он отдали космонавтам, получается. Дома, сказали, типовые. С правой стороны на входе сказали, это офис, где работал Королёв, получается, вот здесь. Вот такой вот офис. Сказали, что сохранились они почти вот в оригинальном виде. Все, что было. Вот вторая комната справа, сказали, спальня. Вот, видите, вот такая вот мебель. Вот. Это вот кухня. Холодильник, он. Холодильник ЗИЛ Москва. Это вот унитаз. Так, а здесь, наверное, душ, да? А, ванная комната. Ух ты. Ну, слушайте, немножко напоминает ванную комнату в той квартире, где я сейчас живу. Ванная такая прям нестандартная, что ли, большая прям. А здесь вот дом космонавтов. В этом доме побывал ночь перед первым в мире полетом в космос. Сәуірдің 11-12 соның түнінде нәрде жатқан. 1961 жылы Гагарин. Так, ну у него должен дом такой же быть похожий. А, тут немножко перестановка. Здесь первая спальня идет. Получается. Изначально строили для другого человека, конечно. А, здесь тоже спальня. А, здесь, получается, не было же рабочего кабинета. Здесь только космонавты ночевали, получается, перед полетом. Вот. Здесь, видите, в основном кровати. Тоже унитаз. И здесь, как обычно, ванная комната должна быть. Да, они буквально копия друг друга, только внутри побольше спальни, кровати. Вот, а сам такой коридор вот такой получается. Ну, если так смотреть, довольно просторный дом. Вот, и еще узнал, что, оказывается, в данный момент вот эта вот территория Байконур, она полностью относится к отрасли космоса. И здесь, оказывается, есть гостиницы, но они в основном для сотрудников, которые приезжают именно по работе. То есть у них здесь своя гостиница, есть своя пожарная станция, своя столовая, есть свои вот эти разные здания для нужд местных жителей. То есть здесь тоже живут люди. Вот. Раньше, говорят, ходил мотовоз. На мотовозе можно было с Байконура сюда добраться за 1 час. Но его стало нецелесообразно содержать, дорого, потому что старая техника. И то есть как бы ремонтировать и смотреть дорого обходится, нежели приехать на машине или на автобусе. Вот. Мотовоз назвали, оказывается, потому что там стоял двигатель от мото. Ну, видимо, от мотоцикла, может быть, какой-то двигатель, видимо, небольшой. Вот здесь, оказывается, также недалеко есть какая-то площадка МИГ. Сказали, там, ну, короче, туда многие приезжают работать. Тоже, видимо, какая-то площадка. Вот. Раньше здесь жизнь кипела. Жителей было намного больше. Сотрудников тоже больше намного было. Со временем, как говорится, и военные уехали, и многие специалисты уехали. Вообще рассказывали люди, что Байконур именно считается очень хорошей стартовой площадкой для всех специалистов. Говорят, многие сюда приезжают работать по контракту, по договору, поработают там лет 10-15, а потом, то есть, уезжают в Россию и получают там должности намного выше, условия намного лучше. Или кто-то, если хочет пораньше выйти на пенсию. Оказывается, здесь типа работа и служба считалась как типа год за 2.
Вот, и даже в данный момент сейчас сюда пытаются привлечь специалистов разных и предлагают хорошие зарплаты, но говорят, что мало кто их хочет и мало кто идет, потому что, говорят, условия очень такие спартанские. То есть в городе самом особо развлечений нет. Если сюда переезжать с семьей, к примеру, да, говорят, что многие из Байконура ездят отдыхать, к примеру, в город Кызылорда, Туркестан или в Шымкент. Ой, такие вот дела. Выезжаем из населенного пункта. Вернулись в город Байконур. Центр города Байконур. Съездил на площадь Ленина, забрал Субарик. Вот, сейчас приехали в вчерашнее кафе Саке Плов, где мы обедали. Мне вчера рассказали, что именно в дни запуска, вот эти вот 3-4 дня, здесь просто куча людей в Байконуре. И мест, где покушать, и где вообще жить, да, гостиниц, всего этого не хватает, но только на этот период. Это нет, Это не просто хумус. это хумус. Хумыс. Ага, я такой не Он знаю. чуть-чуть другой, да. Что там? Баран- На обед бар- без баранка, парма. козы или говядина? Говядина. Маленький банкет. Проехали в населенный пункт Акай. Здесь недалеко от Байконура, надо выезжать. Вот. Он оправдывает, да, тут свою? Здесь Да, вот новый в друг? стоимость тура включен катание на лошадях. Не, я жду, кто сядет. Он для меня маленький. Для тебя маленьковато. Мне кажется, вот для тебя хорошо. Вышли вот покататься на лошадях рядом с Акай. Вот. Агашка здесь занимается уже конным туризмом 3 года. Как раз с туристами вот из России, кто приезжает на запуски и так далее. После запуска ракеты обычно портится погода. Вон потихоньку будто бы тучи собираются там. Здесь вот в населенном пункте Акай находятся, оказывается, водоочистные сооружения. Вот сказали, сюда все приходит из города Байконур. Такая вот территория, частично местами выглядит заброшена. Такие вот сооружения есть. Но кажется, часть работает. А вот там вот в этой стороне находится местный аэропорт. Вон там вот. Билет Банка России. Билет? Да. Серьезно? Банк России, да. Никогда не обращал внимания. Почему это билет? Это не деньги, что ли? А что должно быть написано? Деньги России? Ну да, нет. Хочешь отсюда, может, ну там лучше здесь. Улица Успею. Глушко. Многоквартирные дома. Здесь вот, оказывается, находится рядом 4-я школа, потом 5-я казахская и техникум технический. Ну, вот это вот, конечно, насыщенный день. Это, походу, местный ТЭЦ впереди. Ой, все, возвращаюсь обратно на квартиру. Спортивная школа. Жанна-Пост, пункт выдачи заказов, Озон. О, классно, уличное освещение включили.
прикольно, смотрите, у них тут не только фонари дорожного освещения, но еще и гирлянда висит. И с другой стороны тоже, там тоже гирлянда. Смотрится прикольно, так празднично. Здесь вот флаги Казахстана и России. Азамат, кстати, сегодня рассказывал, что здесь вот раньше, видите, вот написано Ленинск. Здесь была раньше граница города. То есть отсюда начинался город, а сейчас он вырос. А здесь раньше вот КПП было. Вот говорят, здесь раньше шлагбаум был. А сейчас город вырос. И в ту сторону тоже построились дома. Соответственно, границы города расширились. И КПП теперь находится там на границе с населенным пунктом Акай. Вернулся на свой район. Здесь вот находится супермаркет Орхидея Плюс. Вот в магазине продуктовом. Здесь, конечно, в основном это российская продукция. И тут представлены разные прям компании. Выбор хороший. Доброе утро. Вчера вечером пораньше лег спать. В магазин сходил, но ничего особого не купил. Хотел рассчитаться нашими тенге. 10 тысяч тенге у меня. А оказывается, у них нечем их разбить. То есть нечем дать сдачу от 10 тысяч тенге. Вот, принимают в основном рубли. 5000 рублей на конец дня они тоже не захотели принимать, потому что уже закрывали кассу. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.